Энтузиасты, приветствую вас на канале. Итак, что у нас по крипторынку? У нас есть сигналы и очень сильные сигналы на разворот рынка. И что, давайте мы приступим, посмотрим, что у нас там за сигналы. Так, что у нас тут идет со звуком? Звук, я думаю, что у нас нормально. Для начала лайк, подписка, комментарий, ибо с подпиской 43.8% смотрят мой контент, а без подписки 56%. Что это такое, друзья? Нужно здесь исправить статистику. Исправляем статистику. Лайк, подписка, комментарий. Что у нас по капитализации крипторынка? 2 триллиона 860 миллиардов долларов. Капитализация чуть-чуть подросла. Рынок на данный момент находится в страхе, и индикатор альт-сезона у нас показывает отметочку 18. Это говорит о том, что у нас даже на данный момент не альт-сезон. И что у нас по поводу сигналов? Давайте мы посмотрим доминацию биткоина. Открываем доминацию биткоина, и мы видим то, что здесь на данный момент у нас идет на недельке капитуляция по поводу доминации биткоина. Вот мы видим, у нас есть сигнал на недельке, зеленый, капитуляция. Многие уже начинают капитулировать. На дневке видим ту же самую картину. Доминация биткоина у нас топчется в диапазоне 61,5%. Уже как же немножко надоело. Каждый день мы видим одну ту же самую картину. 61,5%. Ходим постоянно вокруг-то около данных значений. Дальше, что по поводу у нас DXY? Что по поводу DXY? Тоже у нас на данный момент есть капитуляция по поводу DXY. Но нету того самого интересного сигнала, который бы показал бы нам то, что будет разворот. Итак, капитуляция то есть. У нас здесь падение приостановилось. Одна неделя, вторая, третья неделя уже идет, без падения. И это говорит о том, что у нас будет, по всей видимости, сильнейший импульс роста по криптовалютам. И потом начнется тоже коррекция и остановится движение. Так что тут уже нужно будет смотреть потом в дальнейшем, что будет с криптой. Что по поводу крипты? Давайте посмотрим на биток. Где наши сигналы? Что они нам показывают? Открываем биток. Смотрим. На данный момент мы видим то, что у нас появился сигнал buy. Нужно покупать. Баюшки-баю, не ложись, а на краю. Итак, у нас хэш-риббон показывал неоднократно сигналы. Показывал капитуляцию. Это был май 2024 года. Здесь большинство людей капитулировало. Потом же был какой-то определенный период времени боковика и был сигнал buy, покупай. Спустя буквально 1 месяц, здесь примерно, наверное, 1,5 месяца, даже, вот здесь у нас получается 1 месяц, биток начинает свой разворот, восстановление, и буквально вот уже 3 месяца биток уже растет. А тут у нас получается 140 дней после сигнала биток достигает своих пиковых значений. Аналогичная ситуация у нас была в июле 23-го. Здесь у нас был сигнал на покупку. Спустя где-то примерно месяц биток начинает расти. Аналогичная ситуация у нас была на дне рынка. Мы видим, был сигнал на покупку, и разворачивается цена битка и растет в диапазон 30 тысяч долларов. Аналогичная ситуация у нас была вот здесь вот на китайском запрете летом 2021 года. Сигнал на покупку, и мы видим рост. Аналогичная ситуация у нас была вот здесь вот, когда у нас рынок тоже задержался в коррекции. Был сигнал на покупку, и мы видим параболическую фазу роста. Аналогичная ситуация у нас здесь была тоже, когда был коронавирус. Также у нас данный сигнал хорошо отрисовал дно 2019 года на крипторынке, вернее на биткоине, и тоже засветился. Сейчас на данный момент мы видим то, что есть тоже сигнал на покупку. Надеемся на то, что в дальнейшем рынок будет расти. Данный индикатор ошибается очень редко. У нас здесь было красное такое вот облачко, и оно говорило нам о том, что в принципе здесь уже отрисовывают они донышко. Давайте-ка мы посмотрим, что у нас творится в этот момент на эфириуме. Давайте-ка мы посмотрим эфириум. Открываем эфириум.
Смотрим эфириум. Что нам показывает на данный момент эфириум? Аналогичная ситуация у нас буквально вот засветился сигнал на покупку buy. Здесь у нас была капитуляция. Вот капитуляция эфириума. Здесь у нас уже спустя неделю засветился сигнал на покупку. Аналогичная ситуация у нас была вот здесь вот летом. Нужно покупать эфириум. Мы увидели рост. Аналогичная ситуация у нас была в июле 2023 года. Нужно покупать эфириум. Ну, тут еще, конечно, у нас было небольшое движение вниз и дальше был рост. Аналогичная ситуация у нас была на дне медвежьего рынка. Это январь 2023 года. Тоже сигнал на покупку и рост. Аналогичная ситуация у нас была в августе 2022 года. Вот здесь вот. Также мы видим на китайском запрете у нас тоже был сигнал на покупку. И до самого начала булрана тоже у нас был сигнал на покупку. Давайте-ка мы посмотрим, что у нас творится на Solana. Давайте-ка мы посмотрим, что у нас творится на Solana. Это у нас дневка. Открываем недельку и смотрим. На Solana аналогичная ситуация. Сигнал на покупку. И тоже был сигнал на покупку у нас примерно в июле 2024 года. Это летом. Нужно было покупать Solana. И мы видели рост. Также мы видим то, что Solana у нас разворачивалась буквально летом 23 года. Я здесь покупал Solana по $20. И здесь был тоже сильнейший сигнал на покупку. И мы с этого момента, спустя какой-то период времени, увидели разворот. На дне медвежьего рынка, когда Solana капитулировала, тоже давал данный индикатор сигнал. Также в начале бурлана прошлого 2021 года тоже был сигнал на покупку. Давайте мы посмотрим Starknet. Человек просит в комментарии под видео, посмотри, пожалуйста, Starknet. Давайте-ка мы посмотрим Starknet, что Starknet нам показывает. Открываем Starknet. Смотрим то, что у нас здесь есть инвестиции. Давайте мы посмотрим. У нас здесь нету, по каким ценам инвестировали инвесторы. Я думаю, что там колоссальнейшие иксы. Смотрим Starknet. Есть сигнал на покупку. Смотрите. У нас была капитуляция. За всю историю на Starknet данный индикатор нам показал то, что была капитуляция участников. Вот у нас как раз она и произошла. Это капитуляция. Открываем такой данный. Вот у нас капитуляция. Большинство участников здесь капитулировали. Сигнал на капитуляцию был. И сейчас на данный момент сигнал на покупку Starknet. Как раз идеальная точка для того, чтобы усреднить данный инструмент или прикупить, если кто-то его не покупал, но если у вас есть вера, то что мы будем расти. Также мы пришли к зоне листинга. Вот она, зона листинга. И это как раз та самая точка интересная, где нужно покупать в основном активы, которые молодые, листятся. Основная манипуляция на данном активе произошла. Теперь нужно здесь покупать. И я думаю, что отскок у нас будет по Starknet, ну, где-то в диапазон $1. Выше, конечно же, я не жду. Потому как здесь закрыто большое количество участников данного инструмента. И раздавать людям там деньги никто не будет. Но где-то в диапазон $1 мы можем сходить. Так что вот такие вот дела по Starknet. Дальше давайте мы еще посмотрим интересный альткоин Трамп. Он, конечно же, у нас на хайпе. Что у нас показывает Трамп? Последнее время он сильно хайповал. И здесь тоже у нас на недельке есть сигнал, то, что нужно покупать. Но я думаю, что Трамп еще могут немножко снизить. Давайте мы посмотрим на дневке, что он показывает. Дневка, да. На недельке показал покупать, на дневке тоже показал покупать. В принципе, довольно-таки неплохие сигналы у нас на разворот рынка, на крипторынке. Если биток развернется и уйдет выше, чем $100 тысяч, то, конечно же, мы увидим и рост альткоинов, как это было, допустим,
осенью 2024 года. Что касательно самого биткоина, у нас на данный момент сильнейшая зона сопротивления, это 90 тысяч долларов. Мы можем коснуться 90 тысяч долларов, потом уйти на коррекцию, протестить данный диапазон цены, уйти опять на коррекцию, и с второго раза мы можем пробивать 90 тысяч долларов. Только после закрепа в диапазоне 90 тысяч долларов и выше мы можем говорить о развороте по биткоину и, конечно же, слом нисходящего тренда. Когда у нас будут здесь повышающиеся максимумы, повышающиеся минимумы. Но на 4-часовике у нас по биткоину здесь вырисовывается такой себе медвежий флаг. Многие скажут, что здесь медвежий флаг рисуют, но здесь, по всей видимости, не медвежий флаг, а просто-напросто у нас была здесь сильнейшая проторговка. Медвежий флаг был бы, если бы у нас был бы вот такой вот слив и потом восходящий тренд. Здесь у нас произошла проторговка и нету флагштока. Ярко выраженного флагштока здесь у нас нету. Так что, по всей видимости, у нас здесь не медвежий флаг. Но пул ликвидности здесь формируется. И здесь есть повышающиеся максимумы, понижающиеся минимумы в локальном графике. И могут это все дело снести какой-то там небольшой коррекцией. Допустим, у нас может произойти здесь локально вот такой вот слив, там, допустим, 82 тысячи долларов, прийти проторговать вот этот вот, допустим, ордер блок, а может даже опуститься ниже и опять все это дело вернуть. И как раз могут отрисовать здесь, допустим, перевернутую голову и плечи. Может быть такой вот сценарий. На 4-часовике у нас тоже мы видим то, что засветился индикатор buy, нужно покупать. Нужно покупать. Осталось, я думаю, что, друзья, недолго. И мы увидим то самое движение, за которым мы здесь собрались на этом гребаном крипторынке. И я надеюсь, что мы на этом заработаем. Мы не потеряем, а заработаем. Я, конечно же, ничего не продавал, в минус не сливал. И если ты, красавчик, тоже в минус не сливал, не ребалансировал в минус, то ты, я думаю, что в дальнейшем сможешь заработать какую-то часть капитала на этом рынке. Нужно самое важное набраться терпения. Если есть у вас вера, усреднить какие-то позиции. Если нет, ну, держи то, что у тебя есть, и все. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Ибо я не опускаю руки, вас поддерживаю такую трудную минуту. Каждый день выпускаю утром ролики, шорцы снимаю, в Телеграм веду. Кому интересно, есть телега. Все ссылки в описании под видео. Биржи, все есть у нас в описании под видео. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.